Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить торт «Шоколадное лакомство». Этот торт я приготовила для истинных любителей шоколада. Он имеет насыщенный шоколадный вкус и нежную плотную текстуру. Готовится из доступных продуктов просто и легко. Вашего личного времени на приготовление потребуется совсем немного. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 5 см и весом килограмм 180 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление шоколадного бисквита. В чашу просеем 50 граммов или 2,5 столовые ложки без верха пшеничной муки, 15 граммов или 1,5 столовые ложки без верха какао. Добавляем 40 граммов или 2 столовые ложки без верха сахара, щепотку соли, 3 грамма или пол чайной ложки соды. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 60 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 25 граммов или 2,5 столовые ложки растительного масла. Добавляем одно яйцо. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 7 граммов или половину столовой ложки 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния, реакция уксуса должна полностью прекратиться. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Тесто получается не густое, оно легко стекает с лопатки. Я выпекаю бисквит в разъемной форме диаметром 19 см. Дно формы застилаю пергаментной бумагой, бока формы тефлоновой лентой. Бока формы ничем смазывать не надо. Переливаем тесто в форму, разравниваем и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов ориентировочно 12 минут до готовности. Пока бисквит выпекается, заварите крепкий сладкий кофе. Я к 50 граммам или миллилитрам горячей воды добавляю 1 полную чайную ложку растворимого кофе и 1 чайную ложку сахара. При желании по вашему вкусу в кофе можно добавить бальзам, ликер или коньяк. Перемешиваем и оставляем кофе остывать до комнатной температуры. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Она должна выходить сухой, без остатков мокрого теста. Освобождаем бисквит от формы. Накрываем решеткой и переворачиваем. Убираем пергаментную бумагу, на которой бисквит выпекался. Оставляем бисквит остывать, остывает он достаточно быстро. Остывший бисквит пропитываем всей пропиткой. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Оставляем бисквит на столе и приготовим крем. Разогреем в микроволновой печи или на водяной бане 120 граммов черного шоколада с содержанием какао 70%. Размешиваем до однородного состояния и оставляем на столе. Для крема нам понадобится 500 граммов мягкого пастообразного творога. При желании такой творог вы можете приготовить сами из кефира. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Также пастообразный творог можно заменить густой жирной сметаной или сливочным сыром. В творогу добавляем 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахарной пудры и 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао. Перемешиваем до однородного состояния, сахарная пудра и какао должны полностью раствориться. Добавляем в творожную массу ранее растопленный шоколад и перемешиваем венчиком до однородного состояния. Соберем крем со стенок и перемешаем по дну. Крем получается плотным, при этом имеет нежную консистенцию и в охлажденном виде отлично держит форму. Перекладываем крем на бисквит. Чтобы не было пустот, я выкладываю крем в 2 этапа. Выкладываю половину крема и равномерно его разравниваю. Далее выкладываю оставшуюся половину крема и также равномерно его разравниваю. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 2-3 часа. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт покроем глазурью.
Разогреем до горячего состояния 70 граммов или миллилитров молока и 40 граммов сливочного масла. В горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 70-72%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял, и хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Выливаем глазурь на торт. Аккуратно провернем тарелку, чтобы глазурь равномерно распределилась по поверхности. Если на поверхности глазури есть маленькие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник примерно на 15-20 минут, чтобы глазурь застыла. Оставьте немного глазури, примерно 2 столовые ложки, этой глазурью мы украсим торт сверху. А пока перекладываем ее в кондитерский или пищевой пакет. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от формы ацетатной пленки. Край торта я выравниваю десертным ножом. Сначала горячим сухим ножом разрезаем глазурь на части. А потом разрезаем торт на кусочки. Ранее отложенную глазурь слегка разогреем до мягкого состояния в теплой воде или короткими импульсами в микроволновой печи. В пакете делаем небольшой срез уголка и рисуем глазурью на каждом кусочке елочку. Сверху украшаем кондитерской посыпкой. Друзья, я приглашаю вас подписаться на мой канал на Boosty. На Boosty я создаю подборку домашних шоколадных тортов на любой вкус. С выпечкой, без выпечки, приготовленных на сковороде, в микроволновке, без муки, постные шоколадные торты и блинные шоколадные торты. Вот и все, торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, готовится просто, имеет прекрасный насыщенный шоколадный вкус, любителям шоколада он непременно понравится. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!